Ситуация эта случилась в Стоктоне, городе из штата Калифорния. Ранним июньским утром в одном из домов произошло возгорание. Жильцы спали, так как это был выходной день. Но собака из одной квартиры, питбуль, которого звали Саша, не спала. Она тут же почуяла, что случилось что-то плохое. Собака, спавшая во дворе, тут же вскочила и начала царапать двери своей квартиры, пытаясь разбудить хозяев. И у нее получилось добиться желаемого. Нана встала и впустила собаку внутрь. Саша начала бегать возле ног хозяйки с громким лаем. Нана говорит, что ее любимица вела себя очень необычно и странно. Но потом стал заметен дым, который пробивался из-под дверей квартиры соседей. Нана побежала к комнате своей маленькой дочери, той едва исполнилось 7 месяцев, чтобы ее спасти. Но Саша успела первой. Собака вытащила девочку из комнаты, схватившись зубами за подгузник, чем сильно напугала и поразила Нану. Женщина не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Нана, ее дочь и Саша успешно покинули здание. К тому моменту к дому уже подъехали пожарные, а огонь было видно невооруженным глазом. Спасатели смогли потушить огонь и спасти дом, но несколько квартир, в том числе и та, в которой жила Нана, сгорели дотла. Жить в таком помещении больше нельзя. Семья на время переехала к родственникам. Нана общалась с журналистами и рассказала им, как сильно тронута поступком своей собаки, ее смелостью. Женщина убеждена, что теперь люди могут точно сказать, питбули способны на многое, они прекрасные отважные питомцы, несмотря на то, что об этой породе ходит множество неприятных стереотипов. Если бы Саша не пришла на выручку ко мне и дочери, кто знает, что случилось бы. Скорее всего, я бы не проснулась сама. Мы могли просто погибнуть в том пожаре. Обычно Нана не оставляла Сашу спать во дворе. Но в этот раз все сложилось иначе. Женщина объясняет это каким-то предчувствием. Ведь если бы Нана спала в квартире, как чаще всего и бывает, ее не удалось бы с такой скоростью обнаружить пожар у соседей. Почему произошло возгорание, пока не установлено. Расследование в процессе.